Я вас приветствую на своем канале, с вами Валентина. Вы в комментариях очень много спрашиваете, как я все делаю. Делаю заготовки, делаю эскизы. В некоторых видео я не показываю. Я просто раскладываю лоскуты уже готовых заготовок. И вот решила сделать такое необычное видео, как все это происходит. Во-первых, я ориентируюсь на цвет ткани, что у меня есть в наличии. Во-вторых, какая у меня задумка? Я беру какого-нибудь героя и начинаю развивать мысль. И к этому герою начинаю делать обстановку. Компанию, природу, какие-нибудь аксессуары, что он там делает, чем он занимается. Фантазия, конечно, у меня есть, но не настолько много. Я могу взять рисунок с интернета, но делаю я не по этому рисунку. Я за что-то зацепилась, и у меня уже пошло свое воображение. Что мне сделать? Один в один. Никогда ни одной работы у меня нет. Меняю ситуацию, размер, цвет, дополняю. Копиркой и калькой пользуюсь очень-очень редко, когда вот действительно люди и животные, они очень тяжело делаются, или когда нужно сделать именно определенный размер. А так все я вырезаю на глаз. Например, люди неправильно отрезали или неправильно прошили, он уже страшненький, он уже на человека не похож. Но по-своему хорош. Вот сейчас я делаю собаку, просто не рисуя ничего, вырезала ножки, хвостик, голову, туловище. Все, когда это все прошьется, это будет как настоящая собака. Я рисую от руки, вырезаю, потом одеваю. Но когда вы делаете людей, желательно ткань брать не сыпучую и не темную, а светлую. Если будет бежевая ткань, она потом у вас сольется с полотном, будет некрасиво. Также людей одеваем в яркую одежду, чтобы она не сливалась с фоном. Конечно, заранее можно заготовки и не делать. Когда вы создаете полотно, можно все это делать в процессе работы, но я снимаю видео, камера постоянно включена, иногда отлучаешься. Я, когда время позволяет, что-то накидала, но складываю я это все отдельно в какую-нибудь емкость или на лист А4, но потом прикрываю, потому что у меня кошка, она все это быстренько раз, и потом не найдешь концов. Вот так и делается одежда. Берете человечка, вырезаете. Вот я сделала рукава пышные, девчушке платье сделала. Чтоб не потерять все наряды, аксессуары к своим героям, я приклеиваю на клей-карандаш. Можно воспользоваться паутинкой, потому что потеряете, потом опять придется все это вырезать. Если у вас нет паутинки или клея-карандаш, можно воспользоваться ПВА или бустилат, развести с водой, и будет водичка такая липкая, но когда вы потом приклеите, у вас не будет следов от клея. Можно также воспользоваться обойным клеем. Тоже слегка жиденький раствор вы сделали и приклеиваете. Ну, также можно воспользоваться и лаком для волос. Если у вас очень сыпучая ткань и много-много мелких таких деталей, советую вырезать заготовки аккуратно, разложить лицом вниз, положить сверху флизелин и проутюжить. Если вы наверх положите на флизелин свои детали и будете утюжить, липкая сторона с клеем, она будет приклеиваться к вам на утюг. Ну, а потом остается повторно все это вырезать. Есть еще такой вариант. Например, у вас дерево, и там много-много мелкой-мелкой листвы разной. Да, вот делаю я осень. Просто хаотично нарезаю маленькие-маленькие лоскуточки. Опять же, нереально приклеивать на клей-карандаш. Можно вырезать из флизелина контура дерева, все разместить, пройтись утюгом, все. Ваше дерево будет готово. Вы потом запросто перенесете на свое полотно. Такой вариант очень хорошо облегчает работу, тем более вот такую маленькую ювелирную. При создании целого полотна, если на фон идут мелкие лоскуты, их также можно разместить на клеевую паутинку или на флизелин.
или побрызгать лаком для волос. Если на фон идут крупные лоскуты, не обязательно на что-то клеить. Но когда вы на фон размещаете свои картинки, обязательно все закрепляйте, потому что в процессе работы стежки это все будет съезжать. Когда я делала отдельно, допустим, руки, ноги, да, людей, вроде все нормально, приклеила на клей карандаш, а прошила, получается, нога в каком-то другом положении или вообще где-то в стороне. Так что свой рисунок обязательно приклеивайте или на паутинку, или на клей-карандаш. Но потом обязательно все равно воспользуйтесь булавками. Но булавок будет не так много, как если вы бы ничего не фиксировали. Ну вот, посмотрите, одеваю я дядю. Ноги у него не целые. Сделала брючки, там кармашки, вниз приделала ботиночки, поясок, рубашечку. Волосы. Вот и дядя готов. Вот обратите внимание на девчулю в платье. У нее руки в разные стороны. Что мы можем сделать? Или она что-то рассказывает. Можем в руки дать прыгалки. Также в руке разместить сумку или что-нибудь еще. Вот мальчишка в панамке. Нога у него слегка выдвинута. Мы можем ему мячик сделать. Руки слегка вытянуты. В руки, допустим, дать мы можем торт, что-то он несет. Можно дать книжку читает или что-то делает. Все зависит от ситуации. Что вы придумали, надумали. Ну вот дядечка, он был без ног. Произвольно вырезала ботинки. И посмотрите, какая красота-то и получилась. В ближайшее время выйдет продолжение этого видео, но я уже не буду там вырезать заготовки и не буду показывать, как там что приклеивается, заклеивается. Я буду просто размещать уже свой рисунок. Будет создаваться все задуманное. Как вы говорите, накидал лоскутов. Ой, а красота-то какая получилась! Когда вы создаете такую работу, в голове у вас одно, но в итоге получается совершенно другое. Иногда результат превосходный, иногда он также разочаровывает. Не то получается, что вы хотели. Я не художник и не мастер этого дела. Просто любительница. У меня много тканей, вот именно обрезков, лоскутов. И я полюбила технику пицца. Но пицца, она же бывает разная. Бывает просто накидали вы лоскутки, проутюжили, и красота получилась. А можно создать еще больше красоты. Дополнить какими-нибудь рисунками и героями. В моих работах не соблюдается золотое сечение, пропорции. Некоторые пишут в комментариях: ой, цветок больше кошек. Да пусть он будет больше кошек. Сделайте меньше кошек. Может быть, я немного к этому халтурно отношусь, но я это все делаю на одном дыхании. Я настолько увлечена, меня ничего не интересует вокруг. Дай-ка вот что-то такое вот начередить, натворить. И причем эти картины радуют глаз. Ведь из этих полотен можно сделать и подушки, и панно, картину. Ну, на коврик, конечно, жалко. Многие мне пишут в комментариях: я хочу сделать, но я боюсь. У меня сил не хватит и воображения нету. Про воображение я вам сказала. Берете тему в интернете и просто ее под себя развиваете. У вас в процессе все пойдет. Боюсь. А что бояться? Это просто ткань. Взяли, порезали, приклеили. Все. Ничего вы не испортите. Это тряпка. Вы поменяли другой цвет, сделали другого героя, если вам не очень нравится. Вот и все. Девчонки, многие мне писали, что да, боюсь, не могу. В итоге пишут в комментариях: я уже сделала много-много таких работ, все в восторге, я дарю и даже продаю. Ведь что приятно нам? Вот такие слышать слова, что наши мастер-классы пошли не просто так. Вы посмотрели, полюбовались, но вы также попробовали это сделать. Пробуйте. Вот посмотрите, совсем чупышные, да, но яркие лоскутки, обрезки. Можно просто их выкинуть. Я их еще разрезаю, это будет дерево, листва. Раньше я просто выкидывала все вот эти вот мелкие лоскуты, они мне были не нужны. Но сейчас я не буду называть как,
Мне все надо, понимаете? У меня отдельный тюк стоит, где вот такая мелочевка у меня валяется. Потому что вот когда-то не хватает вот именно такого цвета. Или вы начинаете шить, вот такой бы цвет, а у вас его и нету. Переворошите весь тюк. Нашли. Довольные. Девчонки, я не знаю, зачем я сделала это видео. Может быть, кому-то и пригодится. Вот именно начинающему, кто этим интересуется. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. Обязательно заходите на мой канал. Кто не подписан, подписывайтесь. Пока-пока. Увидимся в следующем видео.